Главные новости этого дня. Очень приятная новость: легендарному композитору Александре Пахмутовой стало лучше. Сегодня утром из реанимации Александру Николаевну перевели в медицинскую палату для выздоравливающих больных. По словам специалистов-медиков, самое страшное уже позади. Организм Александры Пахмутовой, несмотря на почтенный возраст, справился с тяжелыми травмами, которые она получила несколько дней назад при трагическом нападении у себя дома. Однако, по словам главного врача Московской больницы номер 21, где сейчас находится Александра Николаевна, известному композитору предстоит еще долгая реабилитация и восстановление сил после чрезвычайной ситуации. Сегодня утром в международном терминале аэропорта Шереметьево члены комитета, известные артисты Борис Галкин и Евгений Сидихин, совместно с органами полиции задержали и арестовали резидента программы Comedy Club Александра Ревву. Стало известно, что причина задержания – это нарушение правил домашнего ареста, под которым на данный момент находится Александр Ревва, после недавнего конфликта с начальником Следственного комитета товарищем Бастрыкиным. Александр Ревва проходит по делу как свидетель и не имеет права покидать территорию Российской Федерации. В городе Челябинске благодаря усилиям стражи порядка местного филиала антикоррупционного комитета и жителей города была закрыта и арестована сеть элитных салонов красоты, которая принадлежит известной певице по имени Алсу. Поводом для ареста и конфискации имущества певицы Алсу стали постоянные жалобы жителей города на очень высокие цены и некачественные косметические процедуры. Помимо этого появилась информация, что певица Алсу уже на протяжении почти 3 лет не оплачивает налоги за работу своих салонов красоты. Помимо этого, надо отметить, что месяцем ранее у певицы Алсу был арестован и другой бизнес по аналогичной причине – мебельный завод в городе Воронеже, который принадлежит самой певице и ее отцу. Пресс-служба организации сообщает печальные новости о заместителе комитета и министре обороны Российской Федерации Андрее Белоусове. Андрея Ремовича Белоусова вынуждают написать заявление об увольнении и подать в отставку. Один из немногих честных министров Российской Федерации попал в тяжелую жизненную ситуацию. Враги и недоброжелатели министра обороны Российской Федерации составили ложные компрометирующие документы против Андрея Белоусова и отправили их на рассмотрение Верховному главнокомандующему. Стало известно, что в данном деле замешаны бывший министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь Дмитрий Песков, которые откровенно недолюбливают Андрея Белоусова за твердую жизненную позицию и борьбу с коррупцией. В частности, Андрея Белоусова обвинили в несуществующих грехах. Якобы Андрей Ремович подписывал важные контракты Министерства обороны Российской Федерации, которые принесли ему колоссальную прибыль – несколько миллионов долларов. Однако при более подробном рассмотрении документов удалось выяснить, что данные контракты были составлены еще до появления Андрея Белоусова на должности министра обороны Российской Федерации. И это значит, что Андрей Ремович никак не мог быть замешан в данных преступлениях. По мнению общественности Российской Федерации, скорее всего, это корыстные замыслы Сергея Шойгу, который еще ранее подписывал незаконные контракты, а теперь пытается свою вину перекинуть на Андрея Белоусова. На данный момент дело об отставке Андрея Белоусова находится на рассмотрении у Верховного главнокомандующего. Стоит отметить, что в данной ситуации Андрея Ремовича поддерживает не только антикоррупционный комитет, но и десятки миллионов россиян, ведь Андрей Ремович Белоусов считается воистину народным министром.
2 дня назад в Москве в квартире известного российского композитора Дмитрия Маликова и его супруги бизнес-вумен Елены Изаксон прошли обыски. Стало известно, что Дмитрий Юрьевич Маликов за последние 1,5 года утаил от государства более 100 миллионов рублей, которые заработал на телевизионной рекламе. Помимо крупного денежного штрафа, антикоррупционный комитет Никиты Михалкова потребовал ограничить появление Дмитрия Маликова на телевизионных экранах в рекламных роликах. Помимо этого, у полиции появились вопросы и к супруге Дмитрия Маликова Елене Изаксон. Бизнес-вумен уже на протяжении нескольких лет организует на территории России незаконные модельные агентства и абсолютно не платит налоги. В данном случае, по данным Следственного комитета, будет возбуждено уголовное дело. Минувшей ночью в городе Вологде произошел крупный пожар на заводе известного певца Филиппа Киркорова по производству электроники и бытовой техники. В результате пожара погибло 2 человека: охранник предприятия и заместитель начальника цеха, который работал на предприятии в ночное время суток. По факту чрезвычайной ситуации в город Вологда срочно вызван Филипп Киркоров. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Смерть по неосторожности и несоблюдение правил безопасности». К слову сказать, это уже не первый пожар на заводах Филиппа Киркорова. Еще в 2022 году серьезно пострадал его конный завод в городе Воронеже. Большое горе в семье известного советского и российского актера Андрея Смолякова. Накануне вечером трагически погиб молодой российский артист театра и кино, племянник Андрея Смолякова Петр Смоляков. 25-летний молодой человек выпал с балкона 5-го этажа многоэтажки Санкт-Петербурга. По данным полиции, племянник Андрея Смолякова отличался неадекватным поведением и употреблял запрещенные вещества. Петр Смоляков погиб на месте от полученных травм. Еще одна трагическая новость из мира российского шоу-бизнеса. Известный советский и российский певец Олег Газманов стал главной причиной страшной трагедии, которая произошла в его семье. Несколько дней назад Олег Михайлович Газманов участвовал в съемках музыкального клипа на свою новую патриотическую песню под названием «Небо России». По сценарию клипа Олег Газманов должен был ехать на автомобиле вместе со своим сыном-пасынком Филиппом Газмановым по Большому мосту, который был построен специально для этого клипа. За рулем автомобиля находился Олег Газманов, а Филипп Газманов на переднем сидении. Однако во время проезда автомобиля по мосту произошло обрушение конструкции, что и привело к трагическим последствиям. Автомобиль известного артиста рухнул почти с 10-метровой высоты. Олегу Газманову удалось выбраться из автомобиля в момент аварии, а вот его приемному сыну Филиппу не повезло. Молодой человек в критическом состоянии был госпитализирован. По словам лечащих врачей, даже в случае благоприятного исхода Филипп Газманов на всю жизнь может остаться инвалидом. В эти дни проходят дни памяти известного советского и российского актера Ролана Быкова. Ролану Быкову могло бы исполниться 95 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.